Друзья, напомню вам, что на моем сайте вы можете посмотреть мои работы. И я закачал, уже, наверное, недели 3 назад новые работы в папку «Малый формат. Пейзаж». Так что посмотрите. Это работы из поездки в Армению, там был класс, потом Венеция, и потом озеро Гарда, а потом Сицилия. User JL, у Бато есть имя, не утихают страсти вокруг тех роликов, которые я снимал на его мастер-классе и на его выставке в Санкт-Петербурге. У Бато есть имя и прекрасная живопись, непонятно зачем это соревнование на минуты. Да не было никакого соревнования. Бато показывал, что как можно вообще отключить мозговую логику, которая останавливает, делает некую преграду для творчества. Логикой можно потом мозгом проверить то, что ты сделал, но творческий поток, тем более импрессиониста, абстракциониста, он алогичен. И доверившись ему, можно нащупать какие-то новые ходы, новые входы в четвертое измерение, всего 3. Я даю своим студентам на мастер-классах такое задание на время. Они пишут 10 минут, не минута, а 10. И они же сами замечают, что в этот момент, когда они работают на большой скорости, не успеваешь же все уложить по полочкам и сделать так, как нужно. Так вот, они замечают, что работы, которые сделаны в скоростном ритме, гораздо интереснее для них самих, чем работы длительные. User XJ, спасибо за прямой эфир, было интересно. У вас бывало, что после завершения картины вы как будто теряли часть себя, будто оставили эту часть в своей работе? Я, когда пишу этюды, прям счастлив. А после того, как возвращаюсь домой, работа по этюду, картина, но меня в ней уже будто нет, то впечатление ушло. Вы знаете, это была одна из причин, главная причина, почему у меня случился перерыв большой в живописи. Я почувствовал, что что-то не то. То, что вы говорите. Когда делаешь этюды, эскизы, ты прям очень тотально в них открываешь новые миры, а когда делаешь работу, используя эти этюды, ты превращаешься в исполнителя, как бы энергии на это не остается, и ты не знаешь, что делать. На самом деле это моя ошибка. Дело в том, что работа над этюдом, над небольшими форматами, вот так лучше сказать, потому что этюд тогда считается этюдом, когда с него выполняется потом работа с его помощью. Но если ничего не делается, то это законченное произведение малого формата. Так вот, когда делаешь большую работу, она делается по другим законам, нежели небольшой формат. Большой формат требует большей детализации. Большей. Но мне тема очень интересна, и меня все время подмывает уйти от этого. И в большом формате сохранить вот эту этюдность. Легко сказать, но это очень сложно сделать, но путь в моем мозгу вот к таким решениям, мощным, широким, целостным, он у меня сидит в мозгу, и я стараюсь реализовывать это в новых работах. Попробуйте и вы, User XJ. Может быть, тогда счастье не будет уходить, а вы просто будете не исполнителем в большом формате, а творцом. И куда последуют ваши эмоции, вы же пишете изнутри, не нужно слепо переносить вот этот вот этюд на большой формат. Нужно следовать за эмоцией, и она куда-то вас еще в новые какие-то ворота откроются, в новые измерения, и вы напишите еще раз по-новому. Мне кажется, это очень интересная идея.
Юрий Каплан, Вячеслав, вы часто говорите о том, чтобы писать по-новому. А в одном из ваших мастер-классов вы даже советуете после, к примеру, 5 дней пленэров, поставив в ряд работы, чтобы они были разными. В чем должна быть, по вашему мнению, выражаться эта новизна и разнообразие? В стиле живописи, в характере мазков, чередовать работы кистью и мастихином, поиск разных замесов красок. Могли бы вы показать этюды, как вы ищете это разнообразие и новизны? Спасибо вам за ваши откровенные ответы. Да во всем разное. Что приходит на ум, то и делайте по-другому. Ну, например, композиционное решение – это главное. Потом тональное решение. Вы же можете в полном диапазоне от самого светлого до самого темного развернуть, а можете в узком диапазоне, например, от самого светлого до не очень светлого. Да? То есть вся картина будет прям светловато-светловато. Но диапазон отношений-то, вот эти вот сектора вы сохраняете. Это самое сложное. Вы можете делать, например, контрастные работы. Прям почти черный и почти светлый. Ну, то есть представьте, на фотошопе, как вывести вот так вот контрастность на максимум и делать такие почти прям без средней тональности, где много всяких нюансов, да? Просто темное и белое, ну, светлое. Что еще можно быть? Ну, например, где-то вы можете добавить контур, где-то нет. Где-то выставить на каких-то контрастных цветах, а где-то на дополнительных. Ну, то есть просто варьировать, все что угодно варьировать. Варьировать, например, форматы, варьировать краску. Где-то маслом, а потом бах, и карандаш. Причем уголь, например, в масляной работе какой-нибудь недописанный кусок углем. Ну, может же быть, теоретически, если это уместно. Или все холсты закрашены, а на одном вообще почти не закрашен. Ну, короче говоря, вот меня к этому клонит, чтобы максимально широко смотреть на возможности исполнения, реализации каждого сюжета. Что он тебе диктует и как его решить. Но самое главное, даже если вы пишете все маслом и все холсты закрашиваете от левого угла до верхнего правого, то вы же можете, например, писать гладко или писать корпусно. Вы можете не использовать привычные замесы, которые у всех наверняка есть. Вот вы знаете, что вот сейчас я эту замешу с этой, у меня будет... Ну, то есть какие-то стандартные ходы наработанные, вы все время себе бьете по рукам, что это я уже знаю, я буду не использовать вот этот прием или смешение красок определенно. Ну, в общем, себя все время ловить на том, что, чтобы вы не повторялись. Вот. Друзья, не забудьте отметиться в журнале, делитесь с друзьями
Если вам интересно, что здесь происходит моими видео, комментируйте, задавайте вопросы. И предлагаю посмотреть вам еще одно кино, называется «Поиск новых решений». Ну, пока.